Hello. Words you need на уровне B1, B1. Ну, так как мы уже выучили 500 слов, и это 11 урок, мы уже приближаемся к уровню B2. Поехали. Первое слово в этом уроке – это «я хочу обсудить вашу идею со своей женой». Обсудить, как будет по-английски. I want to discuss your idea with my wife. Discuss. Вот в начале очень такой... в начале потом достаточно длинный с. Discuss. Много с в этом слове. Discuss. А в начале это д почти исчезает. Если у нас была дружеская беседа о политике, можно использовать слово discussion. We had a friendly discussion about politics. И, в принципе, discussions, они всегда дружеские. Если уже беседа перешла на спор, тогда это будет an argument. Так что an argument или a row это не может быть дружеской. А вот discussion это и есть дружеское. Смотрите, какими тоже бывают эти discussions. Можно говорить про serious discussion. Вот, серьезное обсуждение, серьезная беседа. A detailed discussion. An interesting discussion. Detail, кстати, подробный. Следующее слово. Рак – это страшная болезнь. Cancer is a terrible disease. А когда вы говорите disease, можно это произносить с закрытым ртом. Disease. Но в этом слове много «я». Disease, потому что в конце этого слова «si» произносится «з». И получается disease в конце. А вот даже «з» в конце. И последнее «я» можно сказать тоже ниже. Disease. Убираем звук. Disease. В целом, если вот болезнь такая несерьезная, мы используем слово illness. Illness не серьезная болезнь, а disease это серьезная болезнь. Дальше. Нежно погладьте кошку. Нежно, можно сказать. Stroke the cat gently. Потому что gentle это не грубо. Вот здесь главное, что gentleness это все, что не грубо. Это антоним грубости. Gently. И поэтому, когда мы говорим про джентльмен, это то, что мы имеем в виду. Это совсем не грубый человек. Совсем не грубый. Он настоящий джентльмен. My grandfather is a true gentleman. Попробуйте, когда вы говорите gentleman. На английском нет gentleman, это просто дж в начале. А здесь у нас дж. Gentleman. Можно остановиться на ж чуть-чуть. Gentleman. Gentleman. И если человек мягкий, тоже совсем не грубый человек, никого не повредит никогда. He's a very gentle person. Gentle. А мне интересно, какие еще часто бывают существительные после gentle. Давайте посмотрим. Конечно, man, a gentle breeze. Это легкий ветер, ветерок. A gentle breeze. A gentle voice. Это будет мягкий голос. Gentle voice. Speak gently. A gentle slope. Это не крутой склон. A gentle slope. A gentle soul. Совсем не грубая душа, а наоборот. Gentle.
Следующее. Мне нужен кто-то, кто проведет меня через горы. Проводить кого-то. I need someone to guide me through the mountains. На русском есть слово гид. A guide. Произношение г. Мы начинаем от га, guide. Но много должно быть не просто guide, а guide. Как будто 3-4 краткое, не знаю. Guide. Как-то так. Guide. И это может быть и существительное a guide, и еще глагол to guide me. Guide me through the mountains. А следующее это святое место для буддистов. Святое. This is a holy place for Buddhists. Holy. It's a holy place. Чтобы правильно произносить holy, вы должны открывать рот. Не hole, а смотрите. Holy. Holy. Как будто мы говорим hut или hungry. Holy. Много wa. Holy. Holy. A holy place. Что еще может быть? Holy. A holy place. Наверное, будет a holy man. The Holy Spirit. Святой Дух. The Holy Spirit. The Holy Land. Святая Земля. The Holy Grail. Не знаю, если вы смотрели в фильме Монти Пайтон, но вот в этом фильме они ищут именно вот этого Holy Grail. По-русски это будет... Я сейчас посмотрю в словаре. Не знаю это выражение. Святой Грааль. Вот. The Holy Grail. Вот так. Holy. Святой. Дальше. Мы живем в большом доме в сельской местности. В сельской местности. За городом. Короче. The countryside за городом. Лучше сказать. Большой. Конечно, есть слово big. Но это не единственное. Еще можно... We live in a large house in the countryside. Large. Во-первых, надо произносить л с открытым ртом. Л. Во-вторых, двойной. Large. A large house in the countryside. Large. A large house. Следующее. У моей лодки красный парус. Парус это a sail. My boat has a red sail. Вот интересно здесь, да, что слово sail – парус и sail – продажа, они одинаково произносятся, и поэтому голосовой ввод текста не может определить. Ну, хотя, если бы он был умным, он бы понял, что раз я говорю про лодку, скорее всего, я говорю про парус и не про продажу. Какая красная продажа? Это было бы странно. Так что не супер умный вот мой компьютер в этом случае. Has a red sail. Дальше. Магеллан совершил кругосветное плавание. Sail это еще и глагол. Magellan sailed around the world. He sailed. He sailed around the world. А если я часто хожу под парусом, занимаюсь парусным спортом, можно сказать I often go sailing in summer. Sailing. Интересно, когда мы говорим просто например, sailed, это получается sailed. Два звука. А когда я говорю sailing, я говорю sailing. Не надо говорить sailing. Можно уже просто sailing говорить. Sailed, sailing. А если мой отец моряк, можно сказать My father is a sailor. Открываем рот. Sailor. И вот когда мы произносим это л, мы не закрываем. Не sailor, а sailor. Sailor. Следующее слово
Песок очень красивого цвета. Очень красивого цвета песок. Песок — это sand. The sand is a beautiful color. Sand. Длинный «н». Sand. Надо держать. Sand. Если я люблю песчаные пляжи, это будет sandy beaches. I love sandy beaches. Sandy. Sand. Sandy. Следующее. Группа распалась после 15 лет совместной работы. The band separated after 15 years together. Распалась, расстались. They separated. Ударение на первом слоге, и поэтому мы говорим separated. They separated. Расстались. Separated. Separate — это еще и разделить. Мы не можем их разделить. We can't separate them. We can't separate them. Не знаю, может вот два просто идеальных выступлений. Судья говорят, мы не можем их разделить, они вот одинаково хорошие. We can't separate them. Separate. Еще они неделимы, можно сказать. They are inseparable. И здесь вы слышите уже произношение меняется. Separate, но inseparable. Separate, inseparable. Кстати, здесь было separated, ударение на separate. Ну, хотя первое ударение на первом слоге, есть тоже второе ударение на последнем. Separate, separate, два ударения. А здесь только одна. Inseparable. Все, одна ударение. И тоже можно сказать My parents sleep in separate beds. Это значит не в одной кровати, а в отдельных. Separate, separate. Separate, глагол, to separate. Мы говорим separate как ate в конце, а separate как cut в конце. Separate, separate. Все равно ударение на первом слоге, а вот ate в конце по-другому произносится. To separate, separate. To separate, separate. Дальше это уже последнее слово в первой части урока. Она настроила для меня мой компьютер. She set up my computer for me. Настроить это set up. Up значит все уже готово. Up. Set up. И если вы хотите говорить про настройки, тогда это будет settings. Вы можете изменить настройки. You can change the settings. Длинный «с» и произносим полуголосом, потому что он между двумя глухими согласными. Settings. 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 Все, ставьте паузу, отдыхайте. Может быть, вы хотите вот разрабатывать все эти слова. И потом обязательно вернитесь и посмотрите следующую часть урока. Дальше, 511 слово. В моей компании работает 100 человек. Но что делает компания? Они работают на компанию. На английском можно сказать My company employs 100 people. Что-то не получилось. My company employs 100 people. Почему ты пишешь employees? Нет, employees. My company employs. We employ 100 people. О, получилось. На нас работают 100 человек. We employ them. Это то, что делает работодатель. Если мой сын безработный, надо сказать My son is unemployed. И когда мы говорим про безработица, unemployment. The government wants to bring down the unemployment rate.
Unemployment rate это про количество безработных. Уровень безработицы. Вот выражение. Уровень безработицы. The unemployment rate. Unemployment. Еще один из моих сотрудников, бывший солдат. Ну, человек, который на меня работает, это one of my employees is a former soldier. Ударение на последнем слоге. Employees. Employees. One of my employees. И не надо сказать employees, а employees. Просто сделать супер длинный звук в конце. Employee. Много «е», а потом вот «з» в конце. Employees is a former soldier. Employees. А работодатели — это employers. Новые правила хороши для работодателей. The new rules are good for employers. Попробуй еще раз. The new rules are good for employers. Вот лучше. И получается employee, ударение на первом слоге, на последнем слоге. Employer, ударение на втором. Employee, employer. Дальше. Я не могу поверить, что ты съел всю пиццу целиком. Когда мы говорим про что-то целиком. Есть слово entire. I cannot believe that you ate the entire pizza. The entire pizza. The entire. Всю. The entire. Интересно, что, кстати, часто тоже бывает после этого выражения. The entire. Плюс существительные. Давайте посмотрим. Часто да. The entire world. Это весь мир. You were listening the entire time. Вот все время ты слушал. The entire time. Ну как так? The entire country knows about it. Вот вся страна знает. The entire population was vaccinated. Вот все население. И можно еще говорить про периоды времени. We spent the entire day there. Возможно, вы знаете уже слово whole, и да, можно whole сказать. The whole world, the whole time, the whole country, the whole population. Так что the entire и the whole это синонимы, это одно и то же. Дальше. Здание было полностью разрушено. The building was entirely destroyed. И интересно, что часто мы говорим после entirely. They're entirely different. Полностью. Абсолютно разные вещи. Entirely different things. It's entirely possible. Это да, абсолютно возможно. Да, entirely possible. Интересно. It's entirely new. New. Абсолютно новое. Интересно, кстати, что entirely часто в этом контексте употребляется. Я бы не угадал. Are you entirely sure? Полностью, абсолютно уверен. Так что entirely есть еще это значение. Дальше. Я весь день просидел дома, хотя было солнечно. I stayed at home all day, even though it was sunny. Вот это выражение even though надо знать. Часто мы употребляем even though, когда на русском будет несмотря на то, что. I'm tired, even though I slept well last night. Несмотря на то, что я выспался, все равно я устал. Even though. Несмотря на то, что. Even though. Следующее. Она познакомила меня со своими родителями. Познакомила, мы можем сказать introduce. She introduced me
to her parents. Здесь есть intro, который произносится через ш. Intro. И еще juiced, который можно произносить через дж. Introduced. 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 Так что здесь, как мы говорим и как мы пишем, они отличаются. Introduced me. She introduced. Introduced. Introduced me to her parents. Еще можно говорить, про познакомление с кем-то, это будет introduction, но введение в книгу, это тоже introduction. Я еще даже не прочитал введение. I haven't even read the introduction yet. Introduction. Дальше. Я купил 3 предмета одежды. Если мы говорим про предметы, есть слово items. I bought 3 items of clothing. А вот items of clothing это, наверное, самое часто используемое выражение с items. Но, может, есть что-то еще интересное здесь. О, нет. There are a number of items of interest. Вот интересные вещи, интересных моментов тоже можно как items of interest. Items of clothing это второе. Еще items of evidence. Это про доказательства. Кстати, на русском вроде доказательство исчисляемое. Можно 2, 3, 4 доказательства. А на английском нет. Evidence не исчисляемое, поэтому надо сказать items of evidence. Items of evidence. Еще вот мебель, например, это тоже не исчисляемое на английском. Надо сказать items of furniture. Вот, items. Дальше. В больших городах у молодежи больше возможностей. There are more opportunities for young people in big cities. Конечно, тоже есть выражение. There are more possibilities for young people in big cities. И, в принципе, они оба значат возможности. А вот possibilities – это то, что может быть, то, что может произойти. А opportunities – это то, что я могу делать сам. Так что возможности для меня – это opportunities. А то, что может случиться мне, это будет possibilities. И, конечно, много может произойти молодежам в больших городах. Possibilities. Endless possibilities. Что угодно может происходить. А opportunities тоже очень много возможностей что-то делать сам. Lots of opportunities. Так что opportunities – то, что я могу делать. Possibilities – то, что может происходить. Следующее. Я ищу постоянную работу. Постоянную. I'm looking for a permanent job. Постоянную, permanent. Что еще бывает permanent? Permanent. The museum's permanent collection. The museum's permanent collection. Это вот все... Ой, я забыл это слово. Все картины, все, что в музее, все, что не всегда, постоянно там. Еще permanent residents. Это постоянные жители. Permanent damage. Это ущерб, который нельзя исправить. A permanent home. Вот. Дом навсегда. Хотя бы надолго. Постоянное место жительства. И есть еще наречие permanently. Ты уезжаешь насовсем? Are you leaving permanently? Permanently. Здесь у нас есть двойной permanently. 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 Два звука. Permanently. Permanently. Следующее. У леопарда есть пятна, а у тигра полосы. Полосы. Вроде так.
A leopard has spots, but a tiger has stripes. Пятна. Spots. Кстати, есть еще слово marks. Marks могут быть любой формой. А вот spots, они всегда круглые. Всегда вот круглые пятна — это spots. Spots. И spot — это не только пятно, но это еще может быть место конкретное. Точка, вот конкретное место. Это то самое место, где это произошло. This is the spot where it happened. Не говорите spot, spot, открытый рот. Spot, 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 spot. The spot where it happened. И еще можно использовать spot, когда мы что-то увидели или заметили. Я заметил, я увидел зайца в кустах. I spotted a hare in the bushes. I spotted a hare. Spotted. Spotted a hare. I spotted a hare in the bushes. Spotted. Следующее слово. У меня в квартире слишком много вещей. I have got too much stuff in my flat. Stuff. Можно сказать things, можно сказать stuff. Stuff — это, наверное, ближе все-таки к хламу. Вот хлам, stuff. Мне много хлама. I've got so much stuff. Ну, это тоже может быть просто мои вещи. Не трогайте мои вещи. Don't touch my stuff. It's mine, my stuff. Расслабляем губы. Stuff, stuff, stuff. И звук очень короткий. Stuff, stuff. Почти нету на самом деле гласного. Stuff. Опять же, потому что между глухими согласными. Гласные такие, не сильные. Stuff, stuff. А следующее. Я вешу 80 килограмм. Это мой вес. I weigh 80 kilograms. How much do you weigh? Здесь, хотя, да, мы пишем E-I-G-H, мы говорим weigh. Вот это слово произносится абсолютно так же, как слово way. Способ или путь. Интересно, что на английском, если я говорю про свой вес, я говорю I weigh. Но если я хочу что-то взвесить, я тоже говорю weigh. Взвесьте эти огурцы. Weigh these cucumbers. Ну, как я уже говорил, эти слова произносятся одинаково. Weigh these cucumbers. Weigh them. Взвесьте. Часто это бывает у меня, я вот прихожу на кассу, ой, забыл взвесить. I forgot to weigh the tomatoes. I forgot to weigh them. Weigh. Все, это еще 10 слов. Можете ставить паузу, можете отдыхать, можете все повторять, можете делать задания на сайте hopkinsenglish.com или в приложении, если у вас есть полный доступ к курсу. И потом вы можете смотреть следующую часть урока. Третья часть урока. Первое слово. Погода никак не влияет на мое настроение. Не влияет. The weather doesn't affect my mood. Конечно, можно еще сказать the weather doesn't influence my mood. И, в принципе, it doesn't affect и it doesn't influence это почти одно и то же. Affect, я бы сказал, это более как механический, а influence это более, как нажимает, давит. Influence как будто давит, а affect вот это, поэтому это. Значение практически не отличается. Doesn't affect my mood. Тоже можно сказать, погода никак не влияет на мое настроение, можно. The weather has no effect on my mood. А здесь вы видите, хотя произношение не отличается, глагол to affect пишется через a, it has no
effect, лучше тогда будет it doesn't affect, it has no effect. Но на самом деле мы говорим effect. It doesn't affect, it has no effect. Разницы не слышно. По крайней мере, в моем произношении. Effect, effect. Has no effect. Дальше. Не вини меня. Не вини меня. Don't blame me. Здесь у нас есть a перед звонким м. Blame. Много должно быть е в этом слове. Е. Blame. Don't blame me. Не вини меня. Меня обвинили в поражении команды. Они сказали, что я виноват. I was blamed for the team's defeat. I was blamed. Интересно, здесь что будет, если я напишу blamed for VVG. I was blamed for causing the accident. Несчастный случай. ДТП. I was blamed for causing. Меня обвинили. I was blamed for killing the cat. I was blamed for making the situation worse. Ну вот я сделал ситуацию хуже, и меня обвинили. I was blamed. Если человек ни в чем не виновата, можно использовать слово blameless. Она ни в чем не виновата в этой ситуации. She is blameless in this situation. She's blameless. Absolutely blameless. Ни в чем не виновата. Тренер взял вину на себя за плохую игру. Можно сказать, the coach took the blame for the poor performance. Он взял вину на себя. Так что если мы говорим про вину, лучше использовать слово blame. Но вот чувствовать себя виноватым, обычно мы используем слово guilty. Так что I feel guilty. Это ощущение. I am to blame. Это вот моя вина. I'm to blame. I feel guilty. Следующее. Она подтвердила, что это правда. She confirmed that it was true. Здесь вот первый слог попробуйте. Confirmed that it was true. А вот этот firmed, двойной звук, губы, широкий круг, и средняя часть языка к верхним зубам. Confirmed that it was true. Confirmed that it was true. Если я жду подтверждения, I am waiting for confirmation. Здесь ударение уже на третий слог. Confirmation. Confirmation. И интересно, так получается, что первый слог мы произносим больше. Confirm, но confirmation. Confirm, confirmation. Мне кажется, получается, что слог вот сразу перед ударным обычно мы больше сокращаем, редуцируем. Confirm, confirmation. Confirm, confirmation. Так что вот в этом слове con, первый слог, имеет второе ударение. Ну, меньше, но все равно есть. Второстепенное. Secondary stress. Дальше. Она заслужила свою награду. Заслужила. She deserves her reward. Если человек получил свои заслуги, мы часто говорим he got what he deserved. Так что deserve это про заслуги. То, что мы заслужили. Deserve. Следующее. Давайте избавимся от этих старых игрушек. Хочу избавиться.
Let's get rid of these old toys. Let's get rid of them. I don't want these toys anymore. Let's get rid of them. Интересно, что еще часто бывает с rid of. Rid of. Существительное. The Americans got rid of Saddam Hussein. Это вот первое. Это война в Ираке. I want to get rid of this old stuff. Избавиться от старого хлама. How did he get rid of the body? Как он избавился от трупа в этом случае? How can we get rid of this problem? Вот, избавиться от этой проблемы. Get rid of, избавиться. Дальше. Я люблю фильмы ужасов. I love horror films. Horror. Horror. Мы не закрываем рот. Horror, 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 horror. Видите? Произносите вот это слово, не закрывая рот. Horror, horror, horror. Все хотят вот закрывать, чтобы произносить р, но не надо. Horror, horror. Только язык поднимается. Horror, 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 horror films. Horror, horror films. Horror, 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 horror. Это хорошая тренировка для языка. Horror, horror, horror films. Следующий. В воздухе витало волшебство. Волшебство. There was magic in the air. Magic. Вот длинный м. Magic. М же очень эластичный звук. There was magic in the air. Magic. Magic. Он умеет показывать фокусы. Фокусы — это magic tricks. He can do magic tricks. Magic tricks. Magic tricks. А что еще бывает? Magic. Magic. Ой. Не туда нажал. Magic. Magic wand. Это волшебная палочка. My magic wand. Волшебная палочка. 3 is a magic number. Волшебная цифра. There's no magic bullet. A magic bullet, волшебная пуля, это мы говорим, когда вот какое-то идеальное решение, которое все решит. Ну, нету такого решения. There's no magic bullet. Вот, интересная идиома. Magic. А если человек волшебник, можно сказать he is a magician. Magician. Уже ударение на втором слоге. Magic на первом, magician на втором. И поэтому дж наш становится длиннее. Magician. Больше ж. Magician. Magician. Дальше, вот интересное слово. Часто люди спрашивают про произношение этого слова. Мне нужно проверить свое расписание на пятницу. Я говорю про свое расписание. I need to check my schedule for Friday. I need to check my schedule for Friday. И как вы видите, неважно. Можно говорить schedule и можно говорить schedule. Все равно устройство понимает, все понимают, потому что это слово можно произносить и так, через ск, schedule, или через ш, schedule. И schedule это тоже может быть глагол. На завтра у меня запланированы 3 встречи. Они в моем расписании. I've got 3 meetings scheduled for tomorrow. They are scheduled. The meetings are scheduled. Следующее. Мы отправились в путь в 6 утра. Мы часто используем этот правдивый глагол, когда мы отправляемся на какую-то важную поездку. We set off at 6 a.m. Почему-то we не получилось, но we set off. Отправились в путь. Set off.
What time did you set off? Во сколько вы поехали? Во сколько вы начали свой путь? Последнее слово в этой части урока. Заверните рыбу в фольгу. Wrap the fish in silver foil. Wrap. Много «р» в этом слове. Wrap. Wrap the fish in silver foil. Wrap it up. Wrap it. А если коробка была красиво упакована, the box was beautifully wrapped. Слышите, вот короткий сокращается перед глухим «п». Wrapped. Wrapped. Сложное слово для произношения, потому что надо произносить «р» с губами вперед и сразу же убрать их назад. Wrapped. А в конце будет «pt». Wrapped. Beautifully wrapped. И еще, если мы говорим про обертку, есть слово wrapper. Она съела конфету и выбросила обертку. She ate the sweet and threw away the wrapper. Ну, конечно, может быть и рэпер, вот рэпер, который рэп поет. Потому что это также произносится, но здесь, конечно, мы говорим про обертку. Wrapper. И компьютер должен это угадать с контекста на самом деле. Вот не очень хорошо здесь вот этот искусственный интеллект. Не такой умный, оказывается. Ну, что делать? Wrapper. Ладно, ставьте паузу, отдыхайте, повторяйте слова желательно в своей голове еще своим языком. И потом смотрите следующую часть урока. Идем дальше. Она отказалась извиняться. Конечно, можно. She refused to say sorry. Потому что say sorry это и есть извиняться, но есть еще слово apologize. She refused to apologize. To apologize. А если человек извинился, можно сказать she apologized. И я сказал ей спасибо за это. And I thanked her for her apology. Вот apology это существительное извинение. Apologize, apology. Apologize, apology. Но если она еще не извинилась, she hasn't apologized yet. Ударение на первый «о», apologized, но все равно в конце у нас достаточно много «й». Apologized. Есть в конце. Можно все равно тянуть чуть-чуть это «й». Apologized. Город разделен на 8 районов. Если мы говорим про районы города, тогда лучше использовать слово districts. The city is divided into 8 districts. Но если я говорю про мой район, можно говорить про In my neighborhood, there are 2 parks. В моем районе. В моем районе, my neighborhood, но вот в городе мы говорим про districts. Так что districts это то, что мы видим на карте. А вот neighborhood это вот район вокруг моего дома, около моего дома. Следующий. Эта ситуация является чрезвычайной. This situation is an emergency. Чрезвычайная ситуация is an emergency. An emergency. 2 emergency. 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 Губы вперед, язык вперед. Urgency. Если я работаю в экстренных службах или в МЧС, тогда можно сказать I work for the emergency services. Здесь у нас есть the вместо the перед гласным. The emergency services. Так что the emergency services это the fire service, пожарники. Это the coast guard, который на берегу работает. The coast guard.
Еще the police и the ambulances. Это все считается the emergency services. Дальше. Я хочу, чтобы ты немедленно приехал. Вот немедленно, сразу же, желательно. I want you to come immediately. Здесь надо держать м и я. Immediately. Много м, много я. Immediately. Immediately. Come immediately. Come right now. Прямо сейчас. Immediately. Следующее. У меня есть беспроводная клавиатура для моего iPad. I have a wireless keyboard for my iPad. Ударение на первом. Вот здесь у нас два слова. Key и board. Ударение на первом. Keyboard. Keyboard. И board мы произносим полуголосом. Board. Board. Вот так. Key. Нормально произносим. Board. Board. Типа ниже голоса. Keyboard. 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 И еще keyboard это клавишные. Это синтезатор. Я играю на клавишных в группе. I play keyboard in a band. Никакой I play. I play keyboard in a band. Keyboard. Потому что keys это то, что есть на клавиатуре. Это keys. А keys это еще то, что есть на пианино, на рояле. Keys. Это все keys. И ключ тоже keys. Так что у keys есть вот несколько значений. Следующее слово. У моего сына очень хорошая память. My son has a very good memory. Так что на английском memory это память. I have a good memory. Я все помню. У меня хорошая память. Но memory это еще и воспоминание. Какое ваше самое раннее воспоминание? What is your earliest memory? Так что у этого слова два значения. И, кстати, я все еще путаюсь. Вот воспоминание и память на русском. Потому что на английском же одно слово. Мы еще, например, можно говорить, сколько памяти у компьютера, например, у жесткого диска. My computer's got 512 gigabytes of memory. Memory. Карта памяти. A memory card. Ну, это тоже теоретически может быть карточка со вспоминаниями. И еще карта памяти. Еще слово, это было незабываемое событие. Есть слово it was unforgettable. Незабываемое. Ну, еще есть слово it was a memorable occasion. Значит, то, что точно все будут вспомнить. Memorable. Много в этом слове. Memorable. Memorable occasion. А если я выучил наизусть что-то, тогда я выучил свою речь наизусть. I memorized my speech. I memorized it. Много. I memorized my speech. Следующее. Я живу в современном городе. Вот мой город современный. I live in a modern city. Здесь, кстати, возможно, вот хочется сказать modern, потому что после «м» сложно все-таки открывать рот. Мо. Может. Иногда даже моя жена говорит modern. Не, modern. Мо. Открывайте рот. Мо. Modern. Modern. И потом вот второй слог можно произносить с открытым ртом, в принципе. Modern. Просто кончик языка поднимается. Modern. 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 Видите, я не закрываю рот. Modern. Modern. A modern city. Modern. Modern. Следующий. Эта машина обладает большой мощностью. Мы говорим про мощность. This car has a lot of power. Так что power это может быть мощность двигателя. Мы еще говорим
power station, когда мы говорим про электростанцию. Так что power это тоже может быть электрическая энергия. Рядом с моим домом есть электростанция. There is a power station near my home. Power. Так что это и мощь, и еще электроэнергия. А у Китая мощная армия. China has a powerful army. It's powerful. И смотрите, как я произношу power. Улыбаюсь, растягивая губы, когда я произношу п. Powerful. Это не п, а п. Powerful army. A powerful army. Powerful. А что еще бывает? Powerful. It's a powerful tool. Вот мощный инструмент. Powerful people. Мощные люди. Во власти, авторитетные. A powerful message. Мощное сообщение. Powerful. Дальше. Многие животные полагаются на эту реку. Без этой реки не могут жить. Полагаются. Many animals rely on this river. To rely on. Полагаться на. Но не только. Это может быть и зависеть от. Многие политики зависят от богатых доноров. Можно сказать they rely on rich donors. Глагол. Но еще можно существительное употреблять. Прилагательное употреблять. Many politicians are reliant on rich donors. On rich donors. They are reliant. Reliant. They rely on them. They are reliant on them. Если нам нужно уменьшить нашу зависимость от ископаемого топлива, зависимость может быть reliance. We need to reduce our reliance on fossil fuels. Reliance. Но, к сожалению, вот другие формы электроэнергии, например, wind power is unreliable. Ненадежная. In Europe, solar power is unreliable. Ну, по крайней мере, northern. In Northern Europe, solar power is unreliable. Ненадежная. Может, в южной части Европы все-таки он есть надежная. Так что rely это про зависимость, надежность или вот полагаться на. Дальше. Мой чемодан очень тяжелый. Чемодан. My suitcase is very heavy. Suitcase. Это еще одно слово, которое состоит из двух слов. Suitcase. Ударение на первом. Suitcase. Не suit. Не говорите suit. Многим нравится вот это с говорить. Не надо. Просто длинный с. И у. Сокращенный перед ц. Suit. Suitcase. 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 Здесь вот главное тянуть с. Suitcase is very heavy. Это еще 10 слов, так что вы уже знаете, что делать. Ставьте паузу и скоро вернитесь и посмотрите последнюю часть урока. Последняя часть этого урока, слово 541, он мне нравится, хотя иногда бывает грубым. I like him, although he's sometimes rude. И, возможно, вы помните, еще в этом предложении можно было сказать even though. I like him even though he is sometimes rude. Так что в этом случае although и even though значение одинаково. Although, even though.
I stayed at home, although the weather was good. Можно еще even though. Even though, although. Хотя или несмотря на то, что. Следующее. Я не могу защищать твое решение. I can't defend your decision. Не могу защищать. А вот интересно, здесь вот мы говорим про defend. Но защищать есть еще слово protect. А protect a decision это было бы странно. Потому что если никто не нападает на это решение, не начинает критиковать, то, в принципе, повреждения не могут быть. А defend мы используем именно, чтобы говорить про защиту от нападений, когда нападают. Protect мы используем, чтобы говорить про защиту от каких-то несчастных случаев. Так что это protection, это не когда кто-то нападает, а просто когда что-то вдруг случится. А defend это именно когда нападают. А вот в этом случае мы говорим про решение. Protect a decision это было бы странно, потому что просто так ничего не случится с этим решением. А если люди нападают, то можно defend, защищать, а можно нет. А здесь этот памятник защитникам города будет This is a monument to the defenders of the city. Потому что они защитили город, когда нападали на него. Так что защитили от нападения. They are the defenders. В футболе тоже защитники называются defenders. Почему? Потому что не просто так мяч попадет в гол, а люди же атакуют, нападают, нападающие. И поэтому вот есть defenders. Так что защитники нападающие, defenders. А вот protection это от, не знаю, от солнца, например, можно крем мазаться солнцезащитным, потому что солнце не нападает на тебя. Просто оно есть. Sun protection. Если его действиям нет оправдания, вот нельзя оправдывать. His actions are indefensible. Вот. They're indefensible actions. Следующее. У меня есть африканский барабан. Барабан? I have an African drum. Drum. Это слово даже звучит, как будто бьешь барабан. Drum, 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 drum. Может, это вам поможет запомнить. Барабан, drum. Барабанист, барабанщик. A drummer. Нет. My friend is a drummer in a band. Вот, получилось. Барабанщик. Следующий. Мне нужно купить мебель для нового дома. Мебель. I need to buy furniture for my new house. Furniture. Здесь у нас есть этот сложный звук, двойной. Furniture. Не забудьте, что окончание T-U-R-E произносится ч. Ч. Furniture. Furniture. Давайте найдем, какие прилагательные употребляются, когда мы говорим про furniture. Ну вот. New furniture. Не получилось. I need new furniture. Новая мебель. This is antique furniture. Это антиквариат. I got rid of my old furniture. Избавился от старой мебели. Следующее слово. Не забудьте закрыть садовую калитку. Вот калитку не забудьте закрыть. Do not forget to close the garden gate. Gate – это калитка. Но gate обязательно. Г надо произносить. Г с открытым ртом.
и улыбка. Gates. Gate. Но gate это не только калитка, это и калитка, и ворота. Мы не отличаем. Ворота были заперты. The gates were locked. The gates. Ну, кстати, в футболе вот ворота, это не gate. Это не может быть, потому что gate это, в принципе, дверь. Обычно. Но есть вот исключение здесь. Рейс будет отправляться от выхода 31 выход 31. The flight will depart from gate 31. Здесь это не совсем дверь, а может это и есть просто вот место между стенами. Не знаю. Но обычно для нас gate это именно вот эта дверь, которая открывается, закрывается. Gates. Следующее. Мои дети очень вежливые. My children are very polite. Polite. Можно на «л» остановиться, потому что второй слог ударный. Polite. Polite. Yes, very polite. А если она вежливо улыбнулась? She smiled politely. She smiled politely. Что еще можно сделать politely? Politely. Можно he asked politely. Ой. He asked politely. Что-то he не получилось. He asked politely. А мне это нравится. She nodded politely. Nodded. Вот это кинула голову. Nodded politely. They listened politely. Слушали. Просто, вежливо слушали. Было видно, что им было неинтересно. Так что это politely. Дальше. Процесс отбора был жестким. Жесткий процесс. The selection process was tough. Иногда вот слово жесткий это будет cruel. Но cruel это жесткий и злой. Ой, язык. Жесткий и злой. А tough это жесткий. Не получается, лучше так. Жесткий, а не злой. Так что tough это нейтральный, а cruel это вот жесткий плюс злой. Так что it was a tough process. Tough process. Интересно будет вот посмотреть, что еще бывает tough. Tough. Да, можно сказать I'm having a tough time. Это вот сложное время в своей жизни. A tough time. They're tough questions. Сложные, может даже жесткие вопросы. It was a tough decision. Тоже, в принципе, сложный. Вот, как вы видите, здесь tough это тоже может означать сложный, тяжелый. We have to make tough choices. А может, это есть вот достаточно жесткие выборы. И еще используем tough, когда мы говорим про мясо. Это мясо такое жесткое, что я не могу его проживать. This meat is so tough that I cannot chew it. It's too tough to chew. Вот слишком жесткое мясо. Так что жестко, вот это тяжелое, так что tough, скорее, это жесткое, тяжелое, сложное, но не злое. My personal trainer is tough. Вот, личный тренер. Жесткое, но доброе. Следующее. Пожалуйста, сделайте 3 шага к
камеры. В сторону камера. Фотоаппарат. Please take 3 steps towards the camera. Towards. В сторону. Towards. Towards the. Интересно, что еще может быть. Towards the. Towards the end. Это означает ближе к концу. I don't know. I got tired towards the end of the performance. Ближе к концу. Towards the end. They moved towards the door. Ближе к двери. Everybody moved towards the center. Ближе к центру. Так что towards это ближе к. Мне, кстати, интересно, что будет, если я уберу букву S. Убрал. И, есть еще toward the end, toward the door, toward the house. Мне кажется, чуть больше без S. Towards 3000. И потом 1800. А towards сколько? Только 1000 и потом 300. Так что кажется, что toward без S, toward the end, toward the door, toward the center. По крайней мере в Америке, потому что это американский корпус, более распространенный, без буквы S. Но вот реально не важно. Можно произносить с в конце, но это z, towards. И можно без этого. Towards, toward. Towards, toward. Неважно, можно и так, и так. Следующий. Я ценю ваш вклад. Я ценю. I value your contribution. I value it. Я ценю ваш вклад. Так что value это глагол, но values это еще и существительное. Мои ценности это my values. Эта идея противоречит моим основным ценностям. This idea goes against my core values. Values. My values. И есть еще прилагательное. Valuable. These old books, эти старые книги, очень ценны. These old books are very valuable. Valuable. А вот что еще может быть valuable? Мы можем говорить про valuable information. Ценная информация. A valuable player. Вот это. Ценный игрок. A valuable lesson. Вот, ценный урок. Надеюсь, это для вас a valuable lesson. И еще выражение value for money. Если магазин предлагает хорошее соотношение цены и качества, мы говорим This store provides good value for money. Дальше. Последнее слово. 550-е. Сегодня большие волны. Волны это waves. There are big waves today. И смотрите, в этом слове достаточно много звуков. В, и, в, з. Waves. Так что это длинное слово. Надо представить, как wave приходит. Wave, 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 wave. Смотрите на мой рот еще. Wave, wave, wave. Тоже как волна. Waves. Это длинное слово. Не торопитесь. Не говорите wave. Нет. Wave. Waves. 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 Так что waves это волны, но не только. Это еще и махать рукой. Они машут нам рукой. They are waving to us. Waving. Give me a wave.
Махнуй. Не знаю как, мне руку. Wave, wave. They're waving. To wave. Это все. Молодцы. Не забудьте, пожалуйста, ставить лайк, если вот вам урок понравился. Ну, на самом деле, вы самое главное уже делали. Вы досмотрели до конца. Это вот для меня очень приятно, что вы посвятили столько своего времени этому уроку. Не знаю, что случилось с моей грамматикой. Ну, что делать? Здорово, что вы досмотрели до конца. Я надеюсь, что вы еще следующий урок посмотрите. Bye-bye!